Путь был до этих документов достаточно тернистый, сложный, денег хватало едва. Идет ловля иммигрантов в разных штатах, ты как бы находишься на постоянном стрессе. 1, 2, 3 года в штатах это надо вот пережить. Близко к себе людей не подпуская. Дают иммигрантам $1000. Ребята, of course, на связи Влади Корс. Сегодня 18 мая 2025 года. Я уже нахожусь в США больше года. У меня получается сегодня уже 1 год, 1 месяц и 2,5 недели. Приехал я в США 2 апреля в том году, получается. Кто не смотрел мои ролики про как я приехал или как я провел полгода жизни в США, вот здесь и вот здесь будут ролики. Поэтому, если захотите, можете знакомиться. Ребят, что хотел сегодня в этом выпуске рассказать? Вообще, подвести итоги первого года жизни в США, как мне здесь нравится, не нравится, как я здесь легализовался, как в целом мне здесь по климату, по людям, по работе, по законам, так скажем. Вот. Я составил список вопросов, поэтому не обессудь, если что, я буду читать с небольшой макулатуры, чтобы я хотел затронуть, для того, чтобы осветить эту жизнь в 2025 году в США, именно сейчас, что происходит. Первое, я бы хотел затронуть вообще, какие изменения произошли за последние месяцы и что нового. Я недавно получил документы, это, получается, было на 10-й месяц, то есть где-то в феврале этого года я получил документы, то есть ровно через 10 месяцев, как я заехал в США после детеншена. Опять же, кто не в курсе, можете посмотреть мой ролик про иммиграцию в США после детеншена. Я получил документы Work Authorization, Social Security Number и недавно вот сдал на права с первого раза Driver License. Получил. Плюс Real ID. Вот. Путь был до этих документов достаточно тернистый, сложный. Приходилось снимать аккаунт на Дурдаше у людей, работать по много часов для того, чтобы отбивать аренду. Денег хватало едва, потому что сейчас цены на адвокатов, в целом цены на услуги в Калифорнии достаточно дешевые. Плюс, если вы снимаете, например, квартиру, в среднем она стоит $2500. Сейчас хочу сказать то, что сейчас моя жизнь намного стала легче, так как в целом с документами уже чувствуешь себя посвободнее. Я являюсь резидентом США. Кто не в курсе, резидент США – это тот, кто живет больше года. Все в целом идет своим чередом. И я сейчас пока продолжаю работать на доставке. Сейчас на Uber работаю, на Инстакарте, на 2 приложениях. Вот. В целом меня пока все устраивает. Доход у меня в районе $7000. В целом все расходы, чтобы, допустим, которые у меня есть, мне хватает для того, чтобы закрывать. Но кардинально прям каких-то изменений после того, как я получил документы, прям не произошло. Вот этого переломного момента, тем более, их как таковых нет. Тем более с приходом Трампа после его инаугурации, после 23 января, или какого там, 21 января вроде бы, сейчас сильно ужесточилась иммиграционная политика в отношении иммигрантов. Даже кто пришел по CBP-1, наверное, вы уже все в курсе, кто открыл этот ролик, идет ловля иммигрантов в разных штатах, то есть что в Калифорнии, что в других штатах. Айс-офицеры, это те люди, которые отлавливают иммигрантов, да, они преднамеренно задерживают людей там на визитах, на отметках и так далее. Поэтому сейчас здесь в этом плане стало жить небезопаснее и сложнее. Ты как бы находишься на постоянном стрессе, и тебе морально тяжело, эмоционально. То есть, несмотря на то, что вроде у меня есть документы, я зарабатываю хорошо, но в то же время мне тяжело именно морально, потому что айсы, так скажем, на стреме, они не спят. Как вообще изменилась моя жизнь в США после России? Стоило ли вообще переезжать и хочется ли обратно? Вы знаете, если брать объективно, здесь намного лучше, чем в России. Несмотря на то, что есть трудности в плане легализации, в плане заработка, в плане языка. Язык я до сих пор идеально не знаю, хотя учу его каждый день. Если смотреть объективно, здесь лучше все равно. Да, здесь дорого, я не спорю, но если, например, сравнивать соотношение зарплаты и расходов, доходов и расходов, то денег у вас остается больше свободных, чем в России. Объясню ситуацию. Здесь, так как ценится очень сильно хорошо труд, любой ручной или доставка, такси, без разницы, здесь вы чувствуете себя свободнее и лучше, именно финансово обеспеченнее, чем в России. Поэтому, если сравнивать именно уровень жизни по финансовой части, то здесь свободнее и лучше. Вот. Я не говорю про то, что вы можете позволить купить iPhone там, каждую неделю там покупать или еще какие-то шмотки брендовые. Вы можете сколотить хороший капитал или открыть свое дело. При большом желании, если у вас есть голова на плечах, если вы в здравом уме
если вы не транжирите деньги, у вас есть, тем более есть финансовая грамотность, то вы можете, в принципе, открыть какой-нибудь бизнес. Да, сейчас с приходом Трампа это стало сложнее, он как бы закручивает гайки, так скажем, вводит пошлины, тарифы всякие против других стран, особенно против Китая, может быть, в курсе, но это не оставляет того факта, то, что вы можете, в принципе, схватить хороший капитал. Как правило, на обычных смертных людях, так скажем, на нас это никак не сказывается. Поэтому, если говорить, хочется ли обратно в Россию, нет, даже не тянет. Бывает какая-то ностальгия, знаете, накрывает, прям лютая ностальгия. Хочется уехать, вроде повидаться с родными, тем более у меня родители уже достаточно в возрасте, вот, переживаю за них и так далее. Но вот этот климат, вот эта атмосфера, когда всегда тепло, когда ты постоянно получаешь витамин D, не дает тебе даже ностальгировать, думать о ностальгировании. Иногда, конечно, хочется, да. Вот этот переломный момент, как говорят, 1, 2, 3 года в Штатах, это надо вот пережить. Вот в частности, я заметил, после года реально жизнь стала чуть-чуть легче. Ты как будто чувствуешь какой-то, не знаю, уровень умиротворения потихоньку, потому что у тебя есть документы, ты больше обретаешь связи, нетворкинг какой-то и так далее. Кстати, по поводу нетворкинга хотел сказать. Как здесь вообще обстоит коммуникация в русской общине и вообще в целом с людьми? Я вам так скажу, здесь абсолютно другая структура взаимодействия с людьми, я заметил за этот год. То есть, если в России ты можешь легко заводить общие знакомые какие-то, знакомства и так далее, здесь, чтобы начать доверять человеку, это опять же, может быть, субъективно моя, скорее всего, точка зрения, но если ты хочешь доверять человеку начать, тебе надо его несколько раз проверить, потому что вот у меня ролик про полгода в Штаты выходил, да, где меня жестко захейтили, возможно, и здесь вы меня закидаете говном. Вообще, очень много обмана присутствует в США. В частности, у меня так получилось, то, что меня за полгода там успели и с машиной нагреть, и, с аренды машины, да, Приуса, там один человек, и, значит, там еще другой человек тоже по аренде машины. И в автомастерские здесь часто обманывают, здесь прайс завышает. То есть, если вы, допустим, уже живете в США, вы меня смотрите, то рекомендую по несколько раз, по 5-10 раз обращаться в разные автомастерские, особенно к русским, проверять ценовую политику, прайсы, потому что у всех цены могут сильно разниться настолько, что вы офигеете просто. Вот сейчас, минуточку внимания. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги, обращайтесь лучше в разные автосервисы, ищите разных механиков для того, чтобы сэкономить. Потому что, находясь здесь, понимаю, что доверять никому нельзя. Опять же, я рассказываю субъективный случай. Моя точка зрения может расходиться с вашей или с другой какой-либо. Я расцениваю свою ситуацию, как я все вижу, находясь в Штатах. Стоит быть осторожным или осторожной, так как, просто у нас вот этот русский менталитет, который мы приносим с собой из России сюда, он как бы сохраняется в любом случае, особенно первое время. Ты не американизируешься сначала, сразу, мгновенно. Поэтому у тебя какой-то есть в характере, возможно, черты, то, что обмануть где-то там, как-то вот так вот схитрить и так далее. Поэтому с русской коммуникацией я очень тонко отношусь, то есть к этому, очень близко к себе людей не подпускаю. Мои сожители, вот я сейчас живу в хостеле, снимаю недорого апартаменты. Если они посмотрят, они не дадут соврать, они знают то, что я отношусь ко всем с презрением немножко. Я это не скрываю, потому что важно сохранять бдительность и осторожность. Вот. Что касается интернациональных знакомств, там, китайцев, корейцев, я вот сейчас живу в районе Вестлейк, это небезопасная достаточно зона, хотя сейчас нахожусь в Эхо-парке, в этом красивом, прекрасном месте. Что касается, в принципе, в целом других интернациональных культур, вот вчера я познакомился с китайцем, буквально закончил день на доставке работу, и человек не мог найти, куда ему идти, заказ доставлять. Я ему помог, познакомился просто. Первый раз, вот за год, 1 месяц буквально, я вот успел познакомиться только с китайцем вчера. Вот, вроде как закорешился. Как будто здесь мне с интернациональностью, с другими национальностями проще знакомиться, чем с русскими. Не знаю, с чем это, как это сложить, связать. Не могу сказать, то есть, но люди здесь как бы меняются, они как будто в моменте становятся другие. Не знаю почему, то есть, возможно, я тоже поменялся, я по себе не замечаю. Поэтому, что касается интернациональных моментов, здесь все иначе. Перед тем, как переезжать в США, вот, помимо финансовой части, тебе, конечно же, все взвесьте, то есть имейте в виду, что здесь сейчас, во-первых, труднее попасть из-за того, что
вот эти законы с Дональдом Трампом разные, там, тоже себе P1 закрыли, сейчас придумали какое-то приложение еще себе P-Home, дают иммигрантам $1000 якобы на самовольную депортацию. Ты там регистрируешь в этом приложении себе P-Home и типа подаешь анкету на самовольную самодепортацию. $1000 тебе за это платят. Не знаю, ходят слухи, то, что там 1000 или 1500 человек типа якобы уже самодепортировалось. В целом уровень жизни намного выше здесь, несмотря на то, что цены, несмотря на то, что тяжело, это стоит того. Поэтому, если вы сейчас находитесь в России, в любом городе, смотрите меня из любой глубинки, из деревни, из села, неважно. Я вот сам из города Балахна, Нижегородской области, это 47 тысяч населения. То есть это, грубо говоря, маленькая деревня, большая деревня, точнее, да, большая деревня. Вот, я смог сюда выбиться, то есть если у меня получилось, то и у вас получится, знайте просто об этом. То есть небольшая вам такая доля мотивации. И вот хотел бы еще обсудить тему, касающуюся планов на будущее. То есть какие вообще у меня есть перспективы, какие планы на будущее. Все время буду работать на доставке или куда-то вот буду уходить, как-то буду двигаться. У меня есть одно перспективное направление. Я сейчас пытаюсь подавать заявки в сфере Casting Networks. Это сфера массовок. Я же живу в Лос-Анджелесе, здесь голливудские кино, голливудские сериалы снимаются, поэтому у меня такая есть огромная цель, она в перспективе на будущее, лет на плюс 5, плюс 10, плюс 15 вперед. Я хочу сниматься в голливудских фильмах, сериалах. Опять сейчас многие подумают, хейтеры, наверное. Эх, Влад, ты же приехал сюда, год живешь, английского идеального не знаешь, какие тебе нафиг массовки, какие тебе кино, сериалы. Иди лучше на доставке работай, вкалывай там всю жизнь, и возвращайся в Россию обратно. Вот. Но также говорили, когда я в США хотел переехать, никто не верил, вплоть мои родители, тем более, и мои друзья, знакомые, и коллеги на работе. Все воспринимали эту информацию как пустой воздух, пустой мусор. Но если я и это сделал, то у меня и это получится с голливудскими фильмами и сериалами. Если вы находитесь, опять же, в США, есть много рекламных агентств, в частности, вот этих вот по массовкам, они называются Casting Networks или, например, Face to Face. Вот здесь будут значки на видео, можете посмотреть. Также я оставлю ссылки в описании. Можете ознакомиться, посмотреть, что это за агентство. То есть они предлагают различные участия в массовках. Не обязательно знать английский, достаточно быть резидентом США. То есть находиться больше года, иметь документы, Work Authorization, Work Permit, разрешение на работу, Social Security Number, вот. Ну и Driver License для того, чтобы вы могли официально водить, так скажем, в Калифорнии, потому что без машины здесь просто никуда. Вот самое ключевое значение, что без машины в Калифорнии, в частности, вообще никуда. Мне повезло, мне на машину дала одна девушка денег, $10 000. Очень повезло то, что человек меня не знал вообще практически ничего. Там 2 месяца меня знал человек, и мне дали $10 000 на машину. Вот. Я купил Lexus CT200H, это гибридный автомобиль. Вот. В целом меня все устраивает, она экономичная, надежная. Да, это не Prius, здесь в основном все Prius берут, но это, грубо говоря, тот же самый аналогичный Prius, просто в кузове Lexus. Вот. Купил я за $10 000. В целом, что я успел за год добиться, если подводить итоги, за год я успел купить телефон 15 Pro Max iPhone, на который сейчас снимаю, собственно, это видео, купить машину. Как купить? Я еще за нее не выплатил до конца, но мне осталось прям буквально там 2-3 тысячи долларов. Успел закрыть кредитов в России, который набрал, чтобы в Америку попасть, на 800 000 рублей практически. Успел родителям немножко помочь, деньги им на отпуск отправлял, чтобы они отдохнуть съездили. Никогда не отправлял родителям такую сумму, как 100 000 рублей, на то, чтобы они на отдых съездили. То есть никогда не мог себе этого позволить. Ну и в целом пока все. Ну вот адвоката я взял иммиграционного. Адвокат меня в целом пока устраивает. Работу выполняет хорошо, четко. Мне нравится. В будущем, возможно, сделаю ему рекламу, если я стану медийным блогером. В целом все неплохо идет. То есть за 1 год я успел купить машину, iPhone, выплатить 100 000 долгов в России, это, грубо говоря, $10 000 практически, да, 9, и адвоката выплатить где-то $4000. В целом за год неплохо, но опять же есть к чему расти. По перспективам вот это вот все, пока на будущее. То есть планирую также развивать свой YouTube-канал, вот поэтому поддержите, пожалуйста, канал подпиской, лайком, комментарием. Вот. Я понимаю, что вам это ничего не стоит, но это помогает для продвижения алгоритмов на YouTube, тем более канал молодой, меньше 1000 подписчиков. Вот. Это не просьба, это просто
вам предложение, если вы не против, если вам нравится контент, то я бы был очень вам благодарен, потому что я очень стараюсь. Да, я снимаю редко, потому что много работаю на доставке по 70-80 часов в неделю, то есть у меня где-то в среднем 300-320 часов выходит в месяц. Но я стараюсь все равно YouTube не забрасывать и снимать, потому что у меня есть большая цель. Как бы это сейчас смешно не звучало, так как у меня меньше 1000 подписчиков в данный момент времени, набрать 1 000 000 подписчиков любой ценой. 5 лет буду снимать, или 10 лет, или 15 лет, неважно, до 45 лет буду снимать. Я буду снимать, делать контент. Я даю вам слово, кто подпишется, то, что я наберу 1 000 000. И когда я наберу 1 000 000, я буду делать такие масштабные розыгрыши. Я буду просто менять жизни людей, я вам обещаю. Поэтому, если вы верите в меня, вот, как личность, поддержите, пожалуйста, мой канал. Вот. В целом, по перспективам все. То есть, пока дальнейшие планы такие. Вот, ребят. Остаемся на связи, не сдаемся, легализуемся, американизируемся. Вот. С вами был Of Course. Увидимся в следующих выпусках.